Привет, мои дорогие девочки! У нас сейчас будет расклад такой по заявкам вашим. Как найти своего человека? И мы на двух вариантах посмотрим именно. Ну, чтобы, во-первых, глубже посмотреть, а во-вторых, чтобы, знаете, рассмотреть именно тот путь, правильный или неправильный, скажем так, выбирать из двух путей. Будем сейчас, да, как найти своего человека. Вы хотите найти своего человека. Вот тот лучший мужчина или лучшая женщина, да, пусть придут к вам, и мы смотрим на Таро Мила Монара. Как найти вам своего человека? Вот в том состоянии, в котором вы сейчас, загадайте карту и спросите у нее: тут вот мой человек, он мой правильный человек здесь. И давайте смотреть. И смотрим, девочки. Первый вариант. Как найти своего человека? Выпала восьмерка воды. Но это такая вот карта, которая говорит о том, что вы уже на том пути, чтобы найти все-таки вот этого своего любимого человека. Ну, давайте вот даже по одной карте, а это очень глубокая карта, это карта-сигнификатор ваш, да, и сейчас расскажем. Вы на пути, но дело в том, что каким путем вы идете вообще к тому, чтобы найти своего этого человека, о котором вы хотите, да, идеализированного, возможно, так немного. Прежде чем встретить этого, того самого, вам надо и вам предстоит пройти через этап отпускание своих иллюзий и завершение прошлых каких-то эмоциональных связей. Понимаете? Вас что-то держит, вы не можете найти, и у вас этот вопрос в голове все время вертится, как найти своего человека. Он связан только с тем лишь, то, что вы, девочки, вот запутались в прошлых своих отношениях и остались где-то в них, да, вы как-то вот эти вот примеры со своей прошлой жизни все-таки вот не отпускаете до конца. И они еще и поверх еще каких-то кучу иллюзий все-таки наложилось на вот эти вот ваши мысли. И тут что вот эта карта от вас хочет вообще, да? Первое. Эта карта хочет, чтобы вы ушли от того, что не работает. То есть ты можешь подсознательно держаться за привычные какие-то сценарии отношений, за людей каких-то ты можешь держаться или за их, их характеристики какие-то, да, которые тебе кажутся привычными, да, но они тебе не приносят удовлетворения. И ты задала этот вопрос, как найти именно того самого своего любимого человека, да. Почему? Потому что действительно те твои иллюзии, те твои бывшие отношения, они уже не работают, да, и в поиске они тебе мешали. И дело в том, что даже то, что ты зашла на этот сейчас расклад посмотреть, это говорит о том, что ты уже на правильном пути, что ты себя переосилила, ты поняла, что что-то там уже было неправильно в твоей прошлой жизни, поэтому ты уже пришла. И это начало пути, может, первый, второй шажок из 100, да, но ты уже это сделала. И тут вот эта вот карта говорит: смело повернись спиной к этому своему прошлому, да, даже если тебе страшно остаться одной. Вот тот момент, когда тебе вот надо просто разжать пальцы для того, чтобы начать летать, понимаешь? Ты думаешь, что ты разожмешь пальцы и упадешь, а на самом деле ты разожмешь эти пальцы от своего прошлого, и ты полетишь. Дальше. Тебе надо искать более глубокие связи. Те связи, которые у тебя были, они могли быть, знаешь, социальными. Ну, там мама сказала, что пора замуж выходить, или там все подруги там уже там с парнями, а я тут одна, там все такое. И там где-то у тебя уже затесалось, что был рак, лебедь и щука. Понимаешь? Были и такие у тебя. И ты пыталась удержать эти отношения с мужчинами, которые особо тебе-то и не подходят. И это были эмоционально пустые контакты для тебя, понимаешь? И тебе нужны не просто отношения, а именно те отношения, где будет духовное и твое чувственное единство, понимаешь? Чего многие твои отношения до этого, они тебе этого не давали, да? И тебе еще надо, вот тут вот карта восьмерка воды, что тебе надо? Время, кстати, для
уединения твоего, для переоценки. Тебе надо время для того, чтобы ты отпустила все свои вот эти старые привязки, понимаешь? Если ты их не отпустишь, понимаешь, ты будешь так вот по колено в воде стоять, как на карте, и все. Люди, которые, кстати, боятся одиночества, да, по этой карте часто притягивают не тех партнеров, понимаешь? Вот если ты опять будешь придерживаться вот этих каких-то социальных норм, или у меня уже возраст, у меня и то все, то все, ты притянешь партнеров. Конечно, у тебя идет эта восьмерка воды, а то, что ты одна не останешься. Но вопрос, с кем ты будешь, да, это зависит от того, насколько ты готова принять вот это вот какое-то свое одиночество. Потому что ты вот, все равно цепко держишься за какие-то свои, эти вот социальные рамки, да, в которые ты на себя, может быть, даже сама одела. Или, может быть, кто-то на тебя воздействует, кстати. Это тоже нельзя, отвергать, да, потому что очень часто мамы воздействуют на девочек. Вот это надо рожать, надо выходить, а кто ты, а что ты, а пятое, десятое, короче, знаешь, и пытаются своими советами наладить твою жизнь. Но жизнь мамы – это жизнь мамы, а это твоя жизнь – это твоя жизнь. И то же самое касается любых тех других женщин, которые пытаются, короче, как ты знаешь, тебе советовать, как тебе прожить эту жизнь. Ну, в общем, как найти своего человека? Короче, это будут сейчас практические шаги, мы сейчас с тобой разберем, да, которые вытекают из вот этой вот карты сигнификатора, на который ты своим пальчиком сейчас указала, да, и сделала вот этот выбор. Первое. Тебе надо сделать уборку в любовной сфере. То есть, короче, тебе надо вот эти вот контакты, которые тянут в прошлое, да, просто удалить с телефона. Или всех в черный список для того, чтобы они, короче, потом тебе вот не назвякивали опять, да, или не написывали. То есть всех вот в бан, в черный список, это ты должна вот белый чистый лист бумаги у тебя должен быть, а не порисованный кем-то. Понимаешь? Тебе надо перестать надеяться на возврат каких-то безнадежных отношений. Ты должна освободить вот это вот место новому, которое должно прийти в твою жизнь. Понимаешь? И на старом, короче, старое сено коровы не едят даже, понимаешь, и козы. Никто не будут, все будут воротить нос от того, что вот какая-то тухлость, да, она будет присутствовать. Вот эти вот все старые твои привязки, все твои социальные нормы – это тухлятина, понимаешь, которая не нужна ни тебе, ни твоим новым отношениям. Дальше тебе надо сменить обстановочку свою, сменить свои пути дороженьки. Восьмерка кубков – это карта, которая указывает на физическое или даже какое-то символическое путешествие в поисках лучшего. То есть тебе надо часто посещать какие-то новые места, в которых ты не была. Понимаешь? Какие-то выставки, кстати, вот картинные все-таки, да, потому что у тебя все-таки глаза, зрительная твоя активность, она очень такая восприимчивая. То есть тебе нравится все красивое, да, ты сама красивая, понимаешь? И вот это вот зрение, есть вот несколько чувств, обоняние, осязание, да, зрение. Так вот, зрение – это твой конек. Ага. Можно, кстати, еще там в какие-то кружки записаться, да. Там, где 50 на 50, и женщины, и мужчины есть, а не только, например, женщины, да. Дальше тебе надо искать не идеального партнера, да, которого ты думаешь, что он тебе сейчас нужен, и именно идеальный, как ты сейчас представляешь. Тебе надо искать резонирующего с тобой. То есть эта карта тебя предупреждает, да. Ты не должна требовать от своего партнера закрыть все твои потребности сразу, да. Почему-то у тебя вот немножко так вот сквозит, что вот он должен это, он то, вот, и все-таки вот тут вот слабость какая-то, она проявляется твоя, да. То есть тебе надо резонирующий с тобой партнер, который не будет вот закрывать все твои потребности сразу, да, вот пришел и решил все твои проблемы, да. Твой человек, он не придет в блестящей обертке, да, а это тот, который умеет уходить от неценного. Понимаешь? Твой партнер
это тот, который все время выбирает, и он выбирает вместе с тобой. Вы выбираете вместе, вы ищете вместе какие-то пути решения, проблемы и все остальное. Тебе не надо решать чужие проблемы, да, но тебе и не надо, не надо грузить других мужчин, да, своими какими-то проблемами или ожиданиями, вот, что он должен и все остальное. Ну, хотя очень хочется, правда. Мы все хотим мужчину для того, чтобы он, в конце концов, какие-то проблемы в этой жизни решал. Но твой мужчина — это тот, который вместе с тобой их решает, понимаешь? А не то, что вот у тебя уже скопилось, например, да, и надо клининг вызывать, клининг души. Тебе надо еще поработать с твоим страхом. То есть у тебя есть страх: я останусь ни с кем. И вот этот вот именно страх у тебя, да, часто мешает покинуть зону дискомфорта. Короче, тебе надо вот просто не бояться остаться одной. И вот если ты примешь вот: "А я не боюсь быть одна, а я, встречу все равно". Знаешь, я, кстати, себе тоже всегда так говорила и еще говорила другим, когда вот у меня вот там кавалеры какие-то были, это вот, и мне, знаешь, тоже такое социальное навязывали, типа: "Ну и останешься ни с чем или ни с кем". Я говорю: "Знаете, я и в 60 буду искать свою любовь". Да? То есть я этого не боялась, я это говорила, все затыкались, девочки. Короче, что, мне 60? Нет. Нашла ли я свою любовь? Нашла. Жалею ли я о своем прошлом? Нет. Но я всех послала на 3 буквы, как говорится, да. М, Такие вот дела. То есть я никогда не боялась остаться одна, и вы не бойтесь. Не бойтесь, девочки, потому что вы по карте восьмерка кубков не будете одна. Вы не будете, потому что вы к этому стремитесь, чтобы не быть одной, да. И, конечно же, вы это получите. Но вот тут вопрос один стоит. Будет ли это тот, либо это опять будет не тот. Вот еще. А давай посмотрим еще, да, что тебе нужно оставить в прошлом, чтобы притянуть своего человека. Тебе отшельника надо оставить в прошлом. Девочки, тут, ну, тут уже без разговоров. Что это с прошлой жизни? Вот это вот ерунда какая-то. Это страхи. Смерть, отшельник и страх воды выпал. Карты какие. Да тебе дофига всего есть чего бояться, да? Это раз. А во-вторых, ты эти страхи нарастила в себе, и поэтому ты тыкаешься, выбираешь не тех. Понимаешь? В тебе говорят не любовь, и не то, что ты хочешь найти того самого, да, а страхи в тебе говорят. Ой, я боюсь остаться одна. Ну, конечно, ты одна не останешься, но кто? Это тот самый будет? Нет. Тобой руководят именно вот эти вот кукоженность и твои страхи, которые вот прям заставляют тебя выбрать какого-то определенного мужчину, и ты выбираешь его именно, знаешь, не грудью, не сердцем, а страхами своими. И тут они вот как раз выпали, да? Давай посмотрим еще. Ну, смотри, перед браком что у тебя выпадает? У тебя выпадает брак. Будешь ли ты замужем, замужем будешь. Ты не будешь одна, не будешь. Но тут опять выпала эта восьмерка земли. Восьмерка земли, которая перекликается с этой вот восьмеркой воды, которая выпала, да? Ты будешь замужем, но опять же вопрос. Если ты будешь по отшельникам, смертью и страхом думать, да, ты выйдешь замуж за мужчину, от которого опять получишь 50/50, да. То есть он вроде бы и есть, а нафиг он мне нужен, я не понимаю. Понимаешь? Или это будет какое-то такое одиночество, когда ты будешь вот учиться, как говорится, выбирать все время себя, свои чувства. И вот эта вот доля одиночества, долгое даже время, я бы сказала, да, ты побудешь одна, но потом тоже выйдешь замуж, и это уже будет близко к истине, кого ты хочешь, именно того самого. Вот такие дела. Давайте еще посмотрим. Ну, я тут, знаете, что вижу в вас? Нерешительность, нерешительность. Не решить. Вот он, девочки, идет. Идет тебе твой муж. Идет тот самый, девочки. Вот он, король воды и звезда выпала. Да? Выйдешь ты за того мужчину. Но если, девочки, вы выберете не того и опять своими страхами будете руководствоваться, это будет изменщик. Это будет бабник, изменщик, тот, который вас потом или сначала променяет на кого-то другую. Поэтому бойтесь именно измен. Если вы опять выберете своими страхами, это будет опять чепушила.
Понимаете? Если ты будешь думать, вот, ну, не бояться одиночества какого-то, да, не бояться самой себя, не слушать абы кого, те, которые вот тебя, знаешь, в шею гонят, да, прям бьют плеткой под хвост, чтобы ты там что-то успела и кого-то нашла. И если это будут страхи, девочки, это будет бабник. Если ты без страха, вот смотри, опять вот этот страх, видишь, вот эта семерочка воды, что я говорила, да, отшельник, там смерть и карта любовного страха. Вот если ты без страха будешь, не будет вот этой карты. Понимаешь? Если опять в тебе заговорит страх, то это будут отношения. Но они будут опять травмирующие. Понимаешь? На самом деле все легко. Я надеюсь, я тебе заразила. И я вот специально все карты убрала, оставила тебе исполнение твоего желания. 17-й старший аркан звезды. Я хочу, чтобы вот сбылось все-таки твое желание. Но без тебя оно не сбудется. Понимаешь? Вот такой вот первый вариант. Так, смотрим, девочки, второй вариант. Давайте посмотрим, как найти своего человека. Ну, это хорошо, девочки, тоже обнадеживающая карта выпала. Двойка воды. Это говорит о том, что ты своего человека найдешь. И сейчас мы с тобой поговорим на эту тему. Это одна из карт, вообще даже в втором Анара, да, одна из самых позитивных для поиска пары. Вот эта, девочки, никакая другая, а именно эта карта, и она вам здесь выпала. И вот в отличие от, например, обычной двойки кубков в классическом Таро, в Монара здесь акцент на то, что у вас будет очень сильное взаимное притяжение. То есть на физическом и на эмоциональном уровне вы притянетесь друг к другу, и это уже суждено. И эта встреча будет не случайно. Здесь ты тянешься к нему, и он тянется к тебе осознанно. То есть вы уже тянетесь друг к другу, понимаешь? Ты уже на том пути, чтобы тот самый человек, да, появился в твоей жизни. И это не будет игра в одни ворота, да. То есть твой будущий мужчина сам проявит к тебе интерес, и тебе не придется его завоевывать, да, и через что-то переступать, чтобы быть вместе с ним. И вот эта карта говорит о том, что твой человек уже существует, и он уже находится не так уж и далеко от тебя, то есть уже где-то относительно близко. Но есть важный нюанс вот этой карты, а мы его сейчас раскроем. Твой важный нюанс. Тебе надо будет его подождать. Это, скорее всего, будет знакомство по интернету, да, то есть это соцсети какие-то будут. Так. Сначала вы почувствуете притяжение именно в сексуальном плане. То есть это даже может быть предложение, там где-то перетереться, да, то может быть даже и оно какое-то будет вязкое, какое-то предложение, все остальное. Но, девочки, мы на то и существуем, чтобы кидать рыцарям только платочек, понимаете, а не махать юбкой, а кидать платочек. Вот тебе придет это время, это будет в соцсетях 100%, очень похоже, да, потому что тут идет такая большая переписка. И он будет тебя соблазнять, чтобы тебя, короче, будет надеяться на то, что он проведет с тобой ночь, да. Но а почему он так себя сначала ведет? Потому что он, девочки, голодный. Он голодный до интима, ему очень будет хотеться, у него давно не было, да, а во-вторых, ты его будешь очень сильно дразнить, потому что ты его типаж. И вот эта вот карта начально говорит о том, что он очень сильно к тебе будет тянуться, понимаешь? Давай еще посмотрим. Как найти тебе своего человека. Девочки, он придет.
Что вам нужно делать для того, чтобы вот не пропустить его, да? Смотрите, вы будете тянуться друг к другу, но вы совершенно не будете понимать в начале ваших отношений, вообще вашего общения, да, что вы это вы, а он тот самый, а он не будет думать, что ты та самая, да. То есть у вас будет какая-то, скорее всего, переписка, переглядка, которая ни к чему особо и вести не будет, но вот этот флирт, уже какая-то, знаешь, такая сексуальное что-то будет витать в воздухе, понимаешь? Он будет хотеть именно этого. Понимаешь, от тебя. А ты будешь тоже вот, ну, все-таки девятка огня выпала и шестерка. То есть он будет очень сильно тебя хотеть, да, а ты вот как бы будешь думать, что он какой-то такой вот мужчина, который, знаешь, ловелас или там что-то ему надо, а я этого не хочу и все остальное. И что вас свяжет? Все равно свяжет любовь. Это будет либо первая встреча, когда вы встретитесь, и вы поймете, блин, все, это он. Ты поймешь. И он тоже на тебя посмотрит, у него рухнут эти планы, что он хотел, например, тебя просто эм, эм, отбананить где-нибудь, понимаешь? И он уже будет думать: о, нифига себе, она классная какая. То есть это как-то как любовь с первого взгляда. То есть у вас все завяжется. У вас завяжется все с вашим человеком. И он, девочки, есть, и он близко. Но я вам так говорю, так как он все-таки приходит к вам через интернет, через соцсети, это знакомство какое-то, да, то, пожалуйста, не забудьте, что надо все-таки в соцсетях посидеть, в знакомствах и все остальное, да, попереписывайтесь, будьте добры. То есть и даже если вы смотрите, как, например, реагируете так на каждого мужчину, да, то есть будьте всегда предельно вежливы и добры. Даже если вам что-то не то написали, вот вы подумаете, что, блин, я его нахрен сейчас пошлю, да, а вы скажете: а какие твои любимые духи? Ну, не ПНХ, да, пошел нахер, а вот именно что-нибудь такое, отведите тему. И, кстати, вы знаете, мужчины, я заметила, они себя вот как собаки в интернете ведут, ну, такие в плохом смысле, как бешеные какие-то, озабоченные, да, и они в основном себя так и ведут. Почему? Потому что их интернет тоже развратил, извратил, да, они какие-то извращуги там и все остальное, кажется, сидят. Нет, девочки, они вот в жизни, в реальной, да, почему мы в реальной жизни вот этих извращуг не видим, а все в интернете, все наши, да, извращуги со своими этими фотками, со всякой этой ерундой, да, с вопросами. Почему? Потому что вот это интернет. Это интернет. И мужчины через переписку не всегда могут выразить свои чувства адекватно. Для того, чтобы они выразили свои чувства адекватно, с ними надо разговаривать. Не сразу вот он предложил пойти на кофе, и вы вдруг пошла. Нет, девочки, надо разобщаться, понимаете? И вы потом увидите, вот хотя бы это пообщайтесь. 2 недели пообщайтесь, да? Если вас кто-то будет торопить, все, если ты не собираешься приходить на встречу, я дальше с тобой не переписываюсь. Это тоже не ваше, понимаете? Вот эти вот быстрокрылые клюи и всякая эта фигня, она тоже не ваша. Те, которые просто переписываются без фоточки, это тоже абы что. Это обычно, знаете, пришли почирикать да выйти, пока жена не увидела, да? То есть вот пообщайтесь какое-то определенное время с мужчиной, для того, чтобы у вас появились общие интересы, какие-то даже в переписке. Потому что если вы уже в переписке нашли что-то общее, да, вы по-любому в жизни это общее что-то тоже найдете. А если вы просто так сорветесь с абы кемку, не зная броду, полезете в воду, это придется все-таки, знаете, к своему мужчине еще вот этот трудный путь проделать. Понимаете? Давайте еще оглянем. А как вы его узнаете? Как вы найдете именно того своего человека? Он, девочки, будет один. У него нету пары. Он будет очень хорошо хотеть эту пару. У него богатый какой-то опыт. Он будет вам рассказывать о своей какой-то прошлой жизни, о своем прошлом. И это прошлое у него достаточно такое интересное. Он либо путешественник какой-то, где-то много побывал, да, маг. 21-й старший аркан. То есть ему есть что вам сказать.
Ему есть что вам дать, девочки, да. Это еще и старший аркан, 21 и 1. То есть он, девочки, ну, узнавая его прошлое, да, так как его сделала эта жизнь, он вас даже выведет на какой-то новый уровень, понимаете? И новый уровень и освободит вас от чего-то. От чего вас он освободит? Он наденет вам корону на голову. Он, девочки, вот вас освободит от чего-то гнетущего, да, от чего-то такого-то. Есть вот мужчины, которые, знаете, строят гнезда, строят дома для своей женщины или вокруг своей женщины что-то делают, да, или учат ее вводить авто. Да, и вот, ну, короче, вот и вы почувствуете, что вы какая-то новая стали, более уверенная в себе, да, и то, что даже с вас кто-то когда-то корону снял, он на вас эту корону наденет. Это действительно будет такой, знаете, заслуживающий внимания мужчина. И у вас интересная пара идет. У вас не идет, например, император и императрица, да, тот самый. Для вас, девочки, тот самый, это маг, а вы та самая для него императрица, да. То есть он будет хотеть перевернуть для вас весь мир. Он будет хотеть. А вы как раз будете та, которая будет принимать, да, то вот он дорос, стал кем-то, определенный опыт нажил, да, и вот он такой вот знающий жизнь, куда ему деть этот опыт? Он захочет для любимой женщины сделать этот мир лучше, понимаете? И он сделает этот мир лучше именно для вас. Он не перевернет его вверх на голову, он поведет вас той дорогой, которую он посчитает нужной для того, чтобы вы почувствовали себя вот этой вот императрицей. Это красивая пара, девочки. Это человек, который берет женщину за руку, да, и ведет ее в лучшую жизнь. И он действительно знает, где эта лучшая жизнь по одной простой причине, да. Он многое повидал, и он захочет, чтобы вот чтобы вы повидали с ним тоже многое, но хорошее, да. То есть он уже знает, куда можно идти, а куда нельзя, где топь, болото и глушь, а где настоящие какие-то отношения, настоящая любовь и настоящая жизнь. И он будет работать для вас. Вот такой прекрасный расклад. И, девочки, он уже близко. Вы уже на пути друг к другу. Только единственное, что вот смотрите, тут вот эти вот десятка, девятка огня, шестерка огня, это все-таки говорит о том, что это какие-то переписки, и вы не сразу поймете, да, в переписках, что это именно ваш мужчина. Но когда вы встретитесь, да, сразу, смотрите, видите, как маг и императрица встречаются, и, конечно же, у них будет все круто, все будет хорошо. Вот такие дела, котики мои. Все. Люблю вас, целую, обнимаю. Пока-пока. Любовь в звездах, судьба в огне. Кошки и ведьмы танцуют.